Приветствую всех любителей фотографии и фототехники. Сегодня у меня немного странный обзор фотокамеры, которая была выпущена около 10 лет назад. Это легендарный Nikon D90. В те времена я как раз работал с Nikon, у меня был Nikon D50. И я рассматривал возможность приобретения данной фотокамеры, но наши пути слегка разошлись. Я купил тогда Nikon D300, отличную профессиональную фотокамеру, с которой работал долгие годы. Потом был Nikon D7100, а потом я и вовсе перешел на систему Fujifilm. Но сейчас вот наши судьбы пересеклись. Один мой знакомый выставил Nikon D90 на продажу и просто попросил меня проверить его техническое состояние. Я посмотрел пробег, здесь всего лишь 35 тысяч кадров. Посмотрел матрицу, почистил матрицу, матрица в отличном состоянии. Ну и решил за такие смешные деньги, как 6 тысяч, приобрести данный фотоаппарат. Во-первых, лишняя фотокамера всегда пригодится. Во-вторых, у меня лежал без дела никоновский полтинник 1.8D, который, кстати, работает только на фотокамерах с мотором, а мотор с отверткой, а отвертка в Nikon D90 как раз и есть. Ну и я оценил, так сказать, качество фотосъемки, оно меня вполне устроило, и я решил приобрести. Поэтому на вторичном рынке это одна из самых таких популярных моделей. То есть этих камер было выпущено много, куплено их было много, и сейчас они, в общем-то, активно продаются. Новая фотокамера стоит довольно дорого, по-моему, порядка 30-40 тысяч рублей. Ну, то есть она перешла уже в категорию раритетных, но вот на вторичном рынке вполне достаточно много удачных недорогих предложений. Здесь цена колеблется от 6 до 15 тысяч, поэтому тем, кто интересуется вот таким приобретением, я сегодня хочу и рассказать о плюсах и минусах данной фотокамеры с позиции уже 2018 года, когда, конечно, уже немало утекло воды и технологии шагнули вперед, но тем не менее. Итак, давайте поговорим сначала об основных минусах данной фотокамеры, которые сразу бросаются в глаза. Наверное, первое, что сразу, так сказать, смотрится непривычно, это экран фотокамеры. Он довольно большой, но он просто технически устаревший, он достаточно тусклый, с низким разрешением, достаточно такие слабо различимые краски в нем. Ну, экран, в общем-то говоря, плохой. То есть оценить на нем технические параметры снимка довольно сложно, но посмотреть, что вы сняли, посмотреть композицию, в общем-то, можно. Ну, вот с позиции 2018 года этот экран, конечно, можно признать устаревшим. Что еще, какие основные минусы сразу бросаются в глаза? Камера не быстрая, она работает нормально, но, допустим, серийная съемка у нее всего лишь где-то 3-4 кадра в секунду. Вот, если вы не используете серийную съемку, то скорость, в принципе, нормальная. В серийной съемке она медленная. Вот. И что касается следящего автофокуса, то он есть, он работает, но он тоже, мне кажется, слабоват. То есть, если вы рассчитываете снимать спортивные события, какие-то движущиеся объекты, то данная фотокамера все-таки не лучшее приобретение. Тот же Nikon D300 у меня был с очень хорошей серией, с очень хорошим автофокусом. Там было 8 кадров в секунду, очень цепкий фокус. Здесь все значительно хуже. Так что имейте в виду, если рассматриваете данную фотокамеру для приобретения. Ну и еще один очень важный момент, это рабочее значение ISO. Здесь оно начинается от 200. Есть возможность понизить значение до 100. Ну, то есть это как бы уже не так называемое пониженное значение ISO. Ну вот я, например, выставил здесь ISO. Есть, кстати, авто-ISO, когда можно задать границы. Я здесь задал границы от 200 до 400. Я считаю, что вот выше 400 здесь на этой камере лучше не использовать, потому что, ну, в особых случаях можно использовать 800 и 1600, но здесь уже шумы
качество картинки теряется. Без потери качества можно использовать, я думаю, что 200-400. Ну, у меня как бы требования к фотографии высокие, я в том числе и на стоке загружаю, то есть я выше 400 не ставлю, шумы появляются. В современных фотокамерах этот показатель значительно, незначительно, но повыше, да, то есть где-то 1600 на 3200 на новых Никонах вы поставить можете, здесь 200-400, соответственно, в темных условиях будете иметь ограничения, ну, нужно использовать вспышку. Ну и что касается еще более сложных условий работы, как в темноте, то есть камера снимает, но, конечно, чем сложнее условия, тем хуже она снимает. Допустим, в темноте, в тенях шумноватые тени, даже на низких значениях ISO. То есть, как сами знаете, когда вытягиваешь NF, там появляется немножко грязь, портится цвет, появляется шум. То есть низкие, вот такая проблема в сложных условиях съемки. И, в общем-то, камера склонна к ошибкам. Есть ошибки по фокусу, то есть, когда вот я начал снимать, процент брака у меня был довольно большой, потом как-то немножко приспособился, и ошибки по экспозиции, то есть камера склонна как-то менять эти значения. Частенько бывает завышенная экспозиция или заниженная, то есть от чего это зависит, может быть, это еще как-то с объективами связано, вот. Но такое случается, поэтому качество JPEG картинки, конечно, здесь рассматривать не стоит. JPEG здесь плохой, но если вы пользуетесь RAW, NEF файлами, то все это поправляется, можно скорректировать экспозицию, поправить свет, тени, поправить баланс белого, и картинка получается довольно хорошая. Вот. Ну, однозначно здесь только NEF, только RAW и только с последующей обработкой, тогда вы получите максимальный результат. Но в принципе это касается и всех зеркалок Nikon, но здесь это особенно как-то заметно, JPEG здесь совершенно слабенькие. Если говорить о плюсах Nikon D90, то они также имеются даже с позиции 2018 года. Во-первых, эта камера очень хорошо и удобно сделана, здесь отличная экономика, кнопки программируем, все довольно удобно управлять ей. Камера отлично лежит в руке. В камере очень хороший аккумулятор, который по техническим параметрам рассчитан на 1100, по-моему, кадров, но на практике его хватает 1500-2000 даже. То есть я вот заряжаю аккумулятор, он у меня всего один на данный момент, и снимаю неделю, 10 дней. То есть очень экономично, все это надолго очень хватает. Если купить второй аккумулятор, то вообще проблем никаких не будет. Камера, ну, просто по опыту я знаю, что зеркалки Nikon, они, конечно, отлично работают в любых погодных условиях, и в мороз, и в жару, и в дождь. И надежность все отмечают. Не знаю, сколько прослужит моя камера, все-таки она не новая, но в этом смысле я более-менее спокоен. И что касается качества получаемых фотографий, если брать хорошие условия съемки, светлую погоду, с нормальным освещением, то качество фотографий вполне на уровне современных кроп-зеркалок. Я даже специально сравнивал параллельно вот на днях с современными камерами, допустим, с Nikon D3300. Вы, поверьте мне, вы не заметите никакой разницы на Nikon D90 или на более современной кроп-зеркалке. Nikon качество вполне достойное, конечно, оно в большей степени зависит от оптики, которую вы используете. У меня поначалу было всего два объектива, это 50 мм 1.8D, который, ну, конечно, неплохой объектив, но далек от идеала, там имеется небольшой, свои какие-то особенности технические, он склонен к хроматическим аберрациям, не очень резкие на открытой диафрагме имеются там
немножко по краям проблемы. В целом неплохой объектив за свои деньги, опять же. И у меня был совершенно дешевый объектив Sigma 18-53 5.5.6, который бесплатно мне достался. Вот. Ну, тут, конечно, вообще еще хуже, но по случаю приобретения Nikon D90 я даже решил себе купить для него один из своих самых любимых объективов. Это Tokina 12-24. С этим объективом у нас связывает давняя дружба. Я очень хорошо и много работал с ним на Nikon D300. И сейчас я приобрел вторую версию 12-24 DX2. И вот на Nikon D90 он сейчас меня также радует. Это, конечно, объектив уже профессионального уровня, очень неплохой, имеющий свои, конечно, недостатки, как в виде там некой нерезкости по краям, но геометрия у него для таких фокусных расстояний отличная, качество отличное, резкость, цветопередача. И сейчас я просто вот наслаждаюсь, честно говоря, работой в таком ретро-варианте. Вспоминаю, так сказать, молодость свою, когда я работал именно в такой связке, и результат мне очень нравится. Вы можете посмотреть, я дам сейчас ссылку на свой альбом на Flickr, где я уже кое-что наснимал на Nikon D90, и можете сами оценить, я покажу вам фотографии, то есть сравнивая, ну, допустим, сейчас я работаю с Fuji. Да, Fuji, конечно, это более продвинутые функциональные камеры, более интересные, но вот если брать хорошие условия съемки, честно говоря, разницы никакой особой вы не увидите. И почему меня еще потянуло на Nikon, и почему я купил вот эту Tokina, честно говоря, вот на Fuji меня все практически устраивает, кроме съемки пейзажей. Не смог я себя убедить, что пейзажи на Fuji мне нравятся. Не знаю, в чем там проблема. В основном, наверное, это цветопередача, которая во всех остальных случаях хорошая, но вот в зеленых таких природных пейзажах, мне кажется, она не слишком естественной, не слишком правдоподобной, может быть, не слишком просто привычной для меня. Ну и сама такая структура картинки немножечко такая гладкая, глянцевая, немножко зализанная. Тоже мне не очень нравится в пейзаже. В людях, в архитектуре, в предметке это отлично смотрится, в пейзаже нет. В пейзаже мне хочется вот этой винтажности, какой-то рыхлого такого немножко изображения и цвет, который дает Nikon. Вот я постоянно пересматриваю фотографии там, на разных ресурсах, смотрю, кто чем снимает. И вот я считаю, что Nikon для пейзажа все-таки это оптимальный выбор, благодаря высокому динамическому диапазону и вот хорошей такой передаче зеленого, синего цвета. В остальном к Никону можно придираться сколько угодно, я сам придирался к портретам, там, к скинтонам, но что касается природы, вот здесь, конечно, мне кажется, это оптимально. Поэтому вот сейчас я с удовольствием использую этот Nikon D90 в связке с Токиной. Посмотрю дальше, сколько он мне прослужит. В принципе, есть мысли купить какую-то более современную фотокамеру Nikon, именно вот с этой целью пейзажной фотографии. Но пока подумаю, вполне, я считаю, достойное приобретение за свои деньги. Поэтому, если у вас сейчас стоит выбор, у вас мало денег и хочется купить хорошую камеру, посмотрите вот этот Авито, посмотрите вторичный рынок, то есть D90 вполне, я считаю, удачное приобретение, оптики много, тут же 18-105, который шел в комплекте, вполне достойный объектив, но, конечно, если вы купите, опять же, профессиональную оптику, будь то там Tokina или 17-55, или, ну, сами знаете, что-то подороже, то качество будет вполне приемлемое. Итак, вот все, что я хотел вам рассказать о Nikon D90. Давайте посмотрим мои фотографии, даю вам ссылку на альбом, а вы, пожалуйста, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!